Друзья, здравствуйте! Наконец-то я добрался до вводной части, которая предполагалось выпуститься в самом начале, но не получалось, потому что никак я не мог сформулировать грамотно, о чем мы будем говорить. Ну вот теперь концепция понятна. Значит, мы работаем для школьников, для студентов или людей, у которых, есть некое свободное время, которые готовы немножко войти в тему, узнать, что такое кошельки, узнать, что такое там блокчейн, что такое коины, вот, ну и заработать на этом. Предполагаемый заработок там от нескольких десятков долларов в месяц до нескольких, возможно, сотен. Не ждите быстрого результата, потому что когда мы говорим о кошельках или о программах, то это долгий майнинг, это ожидание, когда будет монета залистена на биржах, тогда вы сможете ее забрать и продать. Плюс какие-то ограничения от создателей контента, то есть они иногда лочат то, что вы получаете, то есть вы можете получать там частями какими-то. Вот в любом случае не рассчитывайте на совсем быстрый результат, потому что это есть работа. Работа довольно-таки кропотливая. Да, кстати, вот основной момент такой еще. К этому видео, к вводной части, приложены ссылки на основные биржи. То есть это Binance, Huobi, KuCoin, в том числе там, она еще там поменьше, XT биржа. Вот. Вы, если кто-то не зарегистрирован, я прошу зарегистрироваться по этим ссылкам. Почему? Потому что, значит, Binance понадобится уже буквально завтра, мы выложим видео, и вам понадобится адрес именно с Binance. Значит, XT будет специальный обзор тоже одной монеты интересной, и она торгуется на бирже XT пока только. Вот. Ну, и в каждой бирже по-своему интересно. Мы просто по мере продвижения будем это все затрагивать. Дело в том, что сама верификация, не факт, что вы ее пройдете быстро, то есть на это время надо, там освещение и так далее, документы. То есть просто делайте верификацию постепенно. Там где-то, наверное, биржа 4 не меньше будет, которые для работы нам понадобятся. Вот. Убирайте азарт, потому что азарт здесь вообще не нужен. Убирайте копирование чужих действий. Мы существа социальные, и, значит, мы пытаемся приписать неким людям, что они знают больше, чем мы. То есть, вот мы так вот заложены. Мы делегируем некие права. Мы делегируем права правителям, учителям, еще кому-то. А потом в определенный момент понимаем, что мы, собственно говоря, переросли их. Вот. Ну и должен сказать, что иногда это приносит вред. Вот расскажу такую историю. У меня было довольно много монет санд, песок. И я прослушал YouTube канал один. Интересный канал, человек рассказывал о компаниях, он рассказывал, что они, как там, сколько у них людей работает и так далее. Вот. Это выглядело очень интересно. И он добрался до этого санд проекта и сказал, что это скам. Скам, что вот, значит, они продают эту вот часть песочницы, пространство ограничено, вроде как игра какая-то. Ну, мне проект нравился. Ну, я походил там и, грубо говоря, там через 3 дня, через неделю их продал. А потом они взлетели тоже через неделю в разы просто там, в огромные. Я что тем самым хочу сказать? Иногда просмотр видео и вот, понимаете, когда там какая-то логическая цепочка, которая правильно она идет, и вы вот так вот вникаете в нее и думаете, ну это же правильно, избавляйтесь от этого. В этом плане мы немножко делаем другой подход. Мы не рассказываем, что это за компания, какие там люди. Понимаете, дело в том, что в курилке я с ними не курил, общие проекты я с ними не делал. Я не знаю, что у них на уме, как они там в медиа себя высвечивают, понимаете, это же можно сейчас и купить, и продать, и так далее. То есть, поэтому мы сознательно уходим от того, чтобы глобально рассказывать о компании. Мы учим вас
правильно нажимать на кнопки, не делать ошибок, грамотно двигаться дальше. Как уж это будет получаться, судить вам. Ждем от вас резюме, критику. Вот. Если надо будет какие-то пояснения, тоже спрашивайте. Будем, конечно, давать. Но как бы цель такая. Просто научить владеть. То есть зайти вот в этот инструментарий, чтобы вы были посвободнее. Ну и, соответственно, для школьника, для студента, я думаю, там несколько сотен, пар сотен там долларов в месяц. А если повезет, то может и тысяч, как бы какие-то выпадут тысячи, пусть не каждый месяц, но выпадут, да, наверное, это даст некую большую свободу. Я надеюсь, что вам будет интересно, наблюдайте, спрашивайте, может быть, что-то предложите нам, чтобы мы осветили более как бы углубленно. Ну, еще раз, мы делаем скорее схему, чем разбор полетов. Как бы вот к этому надо так, наверное, относиться. Желаю вам удачи, интересного, чтобы у вас пробудился интерес, у кого есть, и чтобы у вас исчез, знаете, такой огромный азарт. Вот он не нужен, как я сказал в самом начале. Итак, друзья, удачи. Спасибо вам большое, что вы все-таки просматриваете, интересуетесь. Это уже хорошо.